Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, неделя с 9 по 15 октября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. У нас сегодня колода 78 дверей, это метафорические карты, я надеюсь. Если какую-то свою ситуацию вы переложите вот на изображение карты, подключите свою интуицию, то какую-то либо подсказку, либо решение, либо инсайт вы определенно получите. Ну, будем реалистами, безусловно, но вы-то как раз реалисты, мои дорогие скорпионы. Итак, я уже подготовила эту колоду, и первую карту, которую мы с вами достанем, она будет называться «Что важно знать», или, может быть, какая сфера жизни для вас проиграется наиболее активно, чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать, а что нам будет помогать. Что скрыто? Давайте и такую карту достанем. Может быть, мы чему-то не уделяем внимания, не замечаем. Ну, а может, еще и как-то иначе. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергии смотрим. Давайте посмотрим денежную энергию, личная жизнь. И достанем карту совет. Итак, что важно знать на неделю? Как будто нужно куда-то отправиться. Может быть и правда, для кого-то из вас поездка, перемещение, переезд, может быть глобальный, может далеко, может поближе. Для кого-то смена работы, смена направлений, может быть вообще в деятельности вашей. Тут самое главное, мы выходим из какого-то прежнего либо периода ограничений, либо из каких-то, может быть, сложных отношений, может быть и так. И вообще, если вот в этой колоде карт ключевое значение это двери, открыты они или закрыты, или ключи, то здесь нам врата как будто распахнуты. Нет никаких ограничений, ничего не сдерживает. Самое главное переступить, наверное, этот порог, отправиться куда-то. И это карта будущего, которая перед нами. Вот, видимо, что-то на будущее, может быть, вы будете планировать, или это будет связано с вашей работой, может быть, с личной жизнью, или еще с какими-то перспективами. Увидеть именно как будто мир в других красках. И он откликнется нам и даст еще какие-то дополнительные новые возможности. Самое главное — выйти из этих врат. Вот что-то такое. Чего не избежать, даже если тысяча неопределенностей. Вот интересное в колоде карт — это старший аркан Луна. Как будто идти придется, даже если, как я сказала, тысячу неопределенностей. И вот эти неопределенности по Луне как раз и проигрываются. Что на этой карте? Обратите внимание. Девушка как будто прогуливается у нас на заднем плане, беременная, по берегу, и она ожидает. Вот есть элемент ожидания, мы как будто ждем. И по Луне, правда, сколько ты тут не торопи, не форсируй, мы что-то не изменим. Это период определенный, который, вот если мы говорим Луна, это как какие-то сомнения, какие-то наши предположения или сама по себе ситуация как будто непонятная, темноватая, и нам говорят, выглянет солнце, и через какое-то время все встанет на свои места. Или ты более четче увидишь какие-то очертания, или какое-то дело само по себе как-то тоже, может быть, события придут, новости, но по-другому мы как-то сможем рассмотреть. И если мы говорим двери, да, очень важно, здесь нет как будто ключа, но нам показан хамелеон, и для того, чтобы открыть эту дверь, нам нужно договориться с этим хамелеоном. Мы можем находиться в такой ситуации, когда сделать первый шаг не можем, потому что не можем что-то просчитать. И карта-то говорит, что да, ведь эта башня, которая, вот посмотрите, или дверь, скажем так, она как будто под наклоном. Так вот, по этой карте прообраз Пизанская башня, которая падает как будто, но мы все знаем, что она уже столетиями падает, но в итоге очень прочно стоит. Так вот, иногда по этой карте укрытие проходит, буквально, как будто нам нужно укрыться или решить какие-то вопросы, где найти, может быть, место жительства, или мы можем планировать переезд, правда, и подбираем варианты, где какой вариант лучше. Может быть, мы на будущее планируем, например,
сменить работу, профессию, и нам нужно тоже выбрать что-то, что более конкретно, надежно и, ну, как-то четче мы можем рассчитать. Так вот, договорившись с этим хамелеоном, а мы ведь знаем, что эта дверь, если она наклонена, то всегда сложно открыть. То есть нам придется какие-то усилия прикладывать. Но оказавшись в этой башне, мы как будто будем надежно укрыты от всех невзгод. То есть как будто идти вперед придется. И с хамелеонами договариваться тоже. Самим где-то. Мимикрией такой обладать. Вот интересно, у вас никогда не бывает так вот как-то просто, мои дорогие скорпионы? У вас всегда с каким-то элементом либо какая-то философия, либо что-то такое интуитивно глубокое, которое надо вот обязательно учесть. То есть вот карта Луна – это в неожиданностях сами по себе, уже неожиданности, или вот та ситуация, которая нам кажется неправдоподобной, или какой-то неправильной, или как из области иррационального, и тем не менее, как будто в ней будет выход, более того, еще и какие-то перспективы. Чему сейчас не время? Нам показано кладбище, если мы говорим про двери. Дверей нет, врата распахнуты. Но человек засиделся. Есть какие-то воспоминания о прошлом, и как будто прошлое его не отпускает. Прошлое это уже закончилось, оно его не держит. Он скорее где-то удерживает это прошлое, потому что он об этом думает. А нам говорят, хватит, выйди за врата вот этого кладбища. И человек у нас держит песочные часы, и нам напоминают, время идет. Более того, из всех красок жизни, посмотрите, сама карта такая мрачно-уныло-серая. Так вот, из всех красок только цветы на погосте. И ведь это погост, то есть это все в прошлом. Все, что могло, оно уже было. Какой-то этап пройденный. Вам действительно за эти врата просто нужно выйти. И время идет. Вот этому не время сидеть. Вот в таком состоянии, пригорюнившись, что-то нужно решать. Даже если методы мы не можем просчитать. Идите по ситуации, идите по интуиции. Что нам помогает? Вот видите, у нас девушка показана, да, и вроде как дверь маленькая. И что с этим делать? Вот она задумалась. Ей непременно нужно попасть по ту сторону забора. И как бы дверь красивая, и хочется в нее войти. Она ее манит. Но есть какая-то ситуация, когда вот невозможность осуществить что-либо. И для вас это, мои дорогие, вот, наверное, как этот хамелеон, договариваться, сделать что-то совершенно не так, как вы делали раньше, для того, чтобы осуществить какое-то ваше желание. Если мы останемся по эту сторону забора, мы как будто не поймем, а надо было нам туда было вообще идти, раз. Мы не поймем, насколько овчинка выделки стоит, да. Мы, может быть, будем до бесконечности стоять в ожидании, а сама-то дверь, ну, нам говорят, она не вырастет. Тут либо самому нужно уменьшиться, но это практически невозможно, либо перемахнуть через этот забор. Но девушка стоит и думает, хотя выход совершенно очевиден. Тут нужно где-то сохранить себя и действовать так, как материализм времени или какого-то случая, ситуации вам подсказывает. Вот это нам помогает, реальность какая-то. Понимаете? Не рисовать себе каких-то иллюзий, что вот как по этой карте. Завтра я либо меньше стану, либо дверь вырастет. Вот этого не произойдет. То есть иллюзии, вот если мы говорим интуиция, не путать, наверное, с иллюзиями. Где-то глубокую философию себе не устраивать, а воспользоваться вашей интуицией ровно столько, сколько нужно, чтобы вот эту дверь как будто открыть. Вот сделать для себя, вот может быть какой-то квантовый скачок, чем-то воспользоваться, но не пытаться действовать как в прошлом или какую-то ситуацию словно реанимировать из прошлого, а идти все равно вперед. И даже если это касается отношений, и не достигли вы с кем-то взаимопонимания, значит, нужно спокойно в форме, в диалоговой, как вот Марс в весах мы говорим, да, использовать эту дипломатию, чтобы проговорить все. И, может быть, сделать первый шаг нам самим, перемахнув через этот забор. Подумайте об этом. Что скрыто? Ну, иначе мы будем сидеть и ждать.
Мы будем думать, что к нам выйдут из этой двери или как-то тут по-другому разовьется ситуация. И прошлое, может быть, вдруг каким-то образом к нам вернется. Или, ну, просто, может быть, даже если мы ни на что не надеемся, мы просто теряем время. Ситуация застывшая, замерзшая, нет что-то, она сама по себе не изменится. Тут именно нам чудеса дипломатии и мимикрии, может быть, придется как-то использовать, чтобы для себя сделать что-то в плюс или перемахивать через забор. Вот как будто две такие возможности. Либо я буду как хамелеон, либо я сделаю что-то не так, как прежде. А может быть и то, и другое. Но самое главное не ждать вот до бесконечности, понимаете? А именно поэтому нам и восьмерка кубков и говорит, иди вперед. На будущее что-то очень важно. И девушка нам показана по пятерке мечей. Может быть, она молодая, присела под эти двери в надежде, что дверь откроется. А нам показывает, эти двери никогда не откроются. Может быть, у вас, мои дорогие скорпионы, есть ситуация, когда двери не откроются никогда. Вот как по этой карте. Девушка успела состариться, а дверь заросла плющом. Она никогда не будет открыта. Все зависит от того, что вас тянет назад или где ваши мысли. Вот вы по мыслям должны быть как будто в моменте перехода в будущее, а вы можете находиться в раздумьях и в прошлом. Или думать, что как-то вот само оно изменится, а нам показывают нет, не изменится. Только время потеряешь. Ну, вот как-то так. У кого-то может быть и личная история, которая очень тяжелая, как-то вот что-то вам пережить довелось, через какие-то, ну, может быть, страдания пройти, через какую-то реальность, которую сложно воспринять, или себя как будто поторапливать, ну давай быстрее уже, есть, допустим, то, что сложилось, то сложилось, и по-другому уже не будет. Но вот ускорить этот процесс действительно очень сложно, если в прошлом есть та ситуация, которая где-то нас возвращает к себе, тогда мы сами ее не должны удерживать, понимаете? Если мы без конца где-то обращаемся назад, эта ситуация от нас никогда не уйдет, понимаете? И мы себя словно обесточим, правда? Дела, работа, бизнес. Ну вот, может быть какая-то ситуация, правда, из прошлого, как будто мы, ну, невольно вспоминаем то, что было раньше. Или то, чем мы раньше какими-то методами действовали, они точно не сработают. Еще одна карта об этом нам говорит. У нас человек показан, посмотрите, он как будто за стеклянной дверью. Он даже одел шутовской костюм, чтобы привлечь к себе внимание. А нам показано, что он-то видит, жизнь течет вот за этим стеклом, за этой дверью. Он видит, что кто-то спешит куда-то, идут на работу, все по своим делам, но никому до него нет дела. И хотя он кричит, он пытается обратить на себя это внимание. И в итоге девочка маленькая, ребенок, которая где-то детское любопытство или ребенок, он искренне смотрит на него. И обратите внимание, руки у девочки тоже за спиной. То есть ей любопытно, человек будет долго кричать за этой дверью, или все-таки он выйдет оттуда. А проблема-то в том, что он давит на эту дверь, а ему всего-то потянуть. Даже ключа нет, да и дверь стеклянная. То есть мы можем делать что-то не так, а нам говорят, да хватит, выходи уже. И по делам как будто так же. Значит, какой-то другой способ действия. Или, если мы говорим про Марс в весах, если бы мы раньше, может быть, где-то на чем-то настаивали, а тут нам все карты говорят, ну, надо как-то через либо диалог, либо обернуть эту ситуацию так, поставить, наверное, перед собой. Вот знаете, как тезис-план. Я этот вопрос решу, а дальше пойду по ситуации. Надо будет где-то крутиться, юлить, значит, буду как этот хамелеон. Надо будет перемахнуть через забор. Окей, значит, я так сделаю. Главное, я должен получить или должна какой-то результат. Ожидание не может длиться вечно. Тогда получится. Деньги. Тут и по деньгам где-то общая ситуация тоже. У кого-то с личной жизнью, у кого-то переезды. Может быть, у кого-то
какая-то личная жизнь, сложная ситуация из прошлого тянется, и она вас действительно как будто, знаете, лишает сил, мои дорогие скорпионы. И, ну вот очень красноречиво карты говорят, а нам есть возможность выйти из этого лабиринта. Вот я называю эту карту «Выход из лабиринта, туз мечей», когда наше какое-то однозначное решение способно, знаете, как Гордиев узел разрубить или перешагнуть вот этот самый порог. И это касается как и по делам, так и по деньгам. Может быть, что-то одно в вашей жизни формирует все сферы сразу. Подумайте. Личная жизнь. Верховный жрец. Мы должны быть готовы к чему-то, как учиться, хотя и вы сами можете выступать в роли учителя. Для кого-то, почему я начала именно с обучения? Потому что разные ситуации могут быть по поводу заработков или денежный какой-то эквивалент, он определенно присутствует, и тогда по верховному жрецу предполагается, что мы как будто будем либо новую профессию, либо новый навык, либо как-то по-другому мы свой бизнес, работу должны организовать, может быть, что-то оформить в высоких инстанциях, но есть элемент обновления. С другой стороны, по верховному жрецу как раз бюрократическая машина, чиновники и проходят. Мы можем что-то согласовывать. У кого-то из вас может быть оформление в личной жизни тоже каких-то и документов идет, мы можем где-то подводить итоги. И стабилизировать нас вообще предлагает карта свою жизнь. Сделать ее более понятной, размеренной, отказаться от того, что иллюзорно, или то, что мы уже какое-то время прождали, может быть, и не получили отклика, значит, нет смысла дальше ждать. У кого-то ведь это по работе может проигрываться. Я разослал резюме, сижу, жду, а мне никто не отвечает. Но надо понимать, что большинство резюме вообще в спам попадают. Поэтому как-то по-другому, может быть, нужно и действовать. Вот выйти из зоны ограничений или на наших каких-то представлений, мои дорогие. И, может быть, если выпадает такой старший аркан, верховный жрец, словно мы должны с чем-то определиться, как будто там по судьбе вот столкнуться с подобной ситуацией, и мы станем сильнее, если мы найдем этот выход, или как минимум подтянем эту дверь в другую сторону, вот как-то так. Карта совет по королеве жезлов, да вообще реализация полностью наших планов. Конечно, мы можем столкнуться с человеком, или, может быть, есть такой человек, о котором мы как раз и думаем, королева жезлов. Ну так тогда помните, что этот человек долго бы не сидел и не раздумывал, он бы проанализировал быстро и где-то, ну, так аккуратно начал действовать, потому что королева жезлов, она в первую очередь свои какие-то планы реализует. И избавиться, может быть, от каких-то шаблонов или от того, что мы не можем уже вернуть, то, что уже где-то прошло. Идем вперед, мои дорогие скорпионы. Но вот почему-то такая неделя. Может быть, знаете, для кого-то из вас решается вопрос, и правда, реструктуризация какая-то, или смена по работе, может быть, как и офисов, или там произошли на работе, где вы сейчас трудитесь, какие-то изменения, вас что-то поставило перед фактом, что не будет как прежде. И увидеть себя в новой должности, в новом качестве, или распланировать, что будет дальше. Будет сложно, но мы точно не должны сесть пригорюнившись и ожидать, что как-то решится само, вот определенно. А может быть, нужно что-то делать по-другому или, к примеру, искать работу по вашей специальности или профессии, но не в определенной структуре, а в какой-то другой структуре. Или рассмотреть вообще какие-то новые виды заработка. Или для кого-то из вас свое творчество развивать. Или ремесло, то, что вы умеете делать хорошо. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы и любимы всегда.